Зоя Семеновна в своей жизни много всего повидала, и казалось, удивить ее ничем уже нельзя. Но тут она буквально оторопела, остановившись, как вкопанная. В таежных деревнях, конечно, бывало всякое. Мог иногда лось, оголодавший, прямиком к магазину выйти, или рысь, устроив лежбище, окатиться за крестьянским сараем. Однажды даже волк старый, отбившись от стаи, к бабе Шуре в сад помирать пришел. Егерь, Митрич, не дал тогда охотникам застрелить волка. «Старость и людскую, и звериную уважать надобно», — сказал он золотые слова. Но, увиденное Зоей, было крайне шокирующим и неприятным. У выгребной ямы с бытовыми отходами, вместе с парой бродячих псов, сидела девочка лет 7. Нечесанные и давно не мытые волосы казались унылой паклей. Ее грязная, рваная одежонка выглядела так, словно ее долго терзали и рвали волки. Заплатка стояла на заплатке, причем в кривь и в кось. Очевидно, пришитые неумелой, детской рукой. Малышка сжимала в руке краюху черствого черного хлеба, от которого она отщипывала кусочки, с аппетитом отправляя в рот. «Милая, то что же ты на помойке роешься-то? Кто тебя, такую малютку, отпустил одну?» — спросила взволнованная Зоя Семеновна. «Отчим. Он спит пьяный, а мне кушать хочется. Он говорит, что я слишком прожорливая, и меня легче пристрелить, чем прокормить. Мамки нет у меня, умерла она давно. А как зовут-то тебя, внученька?» «Настенькой зовут», — тихо ответила девочка. От таких слов у Зои побежали мурашки по коже и навернулись слезы. Что же это за изверг такой, что дочь считает хуже собаки? Видимо, измельчал люд таежный, подумала женщина и нахмурила брови. Обычно такое с ней бывало в минуты, когда ее одолевали какие-то серьезные мысли или проблемы. «А давай-ка зайдем к папане приемному твоему, милая. Потолкуем, что да как», — предложила Зоя Семеновна. Девочка, на удивление, быстро согласилась и, быстро перебирая ножками, устремилась вперед. Наконец, девчушка остановилась у обветшалой избенки с перекосившимся крыльцом и замызганными, давно немытыми окнами. Едва открыв дверь, Зоя ощутила, как в лицо ей ударил спертый запах мужского пота, дешевого табака и алкоголя. Она знала этот дом на краю деревни, и хозяина дома тоже знала. Видела его редко, жил он как бирюк. И особо в его дела Зоя не вникала. На пороге ее встретил сам хозяин. Его засаленная тельняшка была латана-перелатана, но его это очевидно не смущало. В избе было не прибрано, и всюду валялись окурки и бутылки из-под спиртного. В зале, на стене, висела неумело выделанная шкура волка. Хозяин гордился ею и говорил, что это вожак стаи. Петр когда-то слыл неплохим охотником, но привык на дальних переходах прикладываться к фляге со спиртом. Вот и спился в конец. Ружье давно заржавело, а руки тряслись так, что он не то что в волка, в слона бы не попал. «Чего надобно, старая?» Глухим, пропитым голосом спросил мужик. «Петр, дочурка у тебя хорошая. Негоже ей по улице шляться одной, да и в школу ведь скоро. Пусть у меня поживет, да и тебе сподручнее будет», — предложила Зоя Семеновна. «А что? Я так-то не против. Да только мне гарантии тоже надобны и прибыток какой-никакой. Вот давала бы ты мне 1000 раз в месяц, вот тогда это был бы разговор. Это ж совсем другое дело», — просипел хозяин. «Хорошо, Петр. Опустился ты совсем, а ведь я твоего отца помню. Они, с моим Гришкой на пару, знатными егерями были. Держи вот свою 1000, а Настя со мной пойдет», — решительно сказала старушка и сунула купюру в грязную, трясущуюся руку мужчины. «А не обманешь, старая? Вдруг помрешь, чуни молодуха ведь. Деньги для меня на почте оставляй. Это как зарплата мне будет. И смотри, обманешь, со свету сживу», — пригрозил напоследок Петр. «Не помру, не думай. Вот выращу девочку и замуж выдам, а тогда уж можно и в дорогу дальнюю собираться, к Грише своему», — с достоинством ответила Семеновна. Настенька радостно шла по поселку, держа за руку старушку. Ей было легко и приятно на сердце. Теперь ей не придется больше слоняться по улице и шарить по помойкам. А Зоя Семеновна думала о своем. Столько лет о доченьке мечтала. Видимо, не судьба. С Гришей ведь с детского дома сиротинушку усыновить хотели, да беда приключилась с мужем ее любимым.
Он был егерем и рьяно охранял вверенный ему участок леса. Однажды на обходе пошел незнакомой тропой и угодил в старую, искусно замаскированную медвежью яму, на дне которой торчали заостренные колья. Умер он мгновенно, устремившись прямиком на небеса. Вот так и не заладилась жизнь у Зои с самого начала, словно сглазил ее кто или порчу навел. В деревне все ее уважали, так как знания тайные она ведала. Знала, какой корешок приложить при зубной боли, а какой при головной. А уж, если роды у кого принять, так ее завсегда звали. Рука у Зои была легкой. А уж сколько младенцев через нее прошло, не перечесть. С детства она была приучена к лесной жизни и ориентировалась в тайге не хуже опытного следопыта. Каждое лето Зоя с утра до ночи собирала травы и целебные корешки, ягоды и грибы. Зверя дикого она не боялась. Обычно волк или медведь ходят своей тропой и при любом удобном случае старается обойти человека, избегая встречи с таким опасным и жестоким существом. «А лес-то ты не боишься, милая? Бывала в тайге когда-нибудь?» — спросила Семеновна у девочки. «Бывала, бабушка, и не раз. Однажды даже волк мне встретился. Я испугалась, а он подошел и лизнул меня в щеку, а я угостила его сухариком», — ответила Настенька. У Зои Семеновны похолодело внутри. Она знала, что зверь лесной, даже самый хищный и лютый, никогда не тронет человека, если душа у него чистая и невинная. «Ну вот, мне теперь помощницей будешь», — рассмеялась старушка. Настеньке очень понравилось в избушке знахарки Зои. Здесь было чисто и светло, приятно пахло травами и липовым цветом. Старушка первонаперво истопила баньку, и девочка смогла привести себя в порядок. Из девчонки Маугли она превратилась в маленького ангелочка с каштановыми волосами и прекрасными серыми глазами. «Да ты настоящая красавица!» Прям невеста на выданье, умилялась Зоя Семеновна. Так и жили они вдвоем, помогая друг другу. Зоя потихоньку обучала девочку знахарскому искусству. В таежном крае это завсегда пригодится. Показывала, чем шалфей отличается от зверобоя, и какие ягоды можно есть, а какие для человека сущий яд. Время шло. Девочка подросла и окрепла. Петр, как и прежде, без зазрения совести, брал свою 1000 до следующего месяца, напрочь забывая о существовании Настеньки. Однажды старушка с девочкой зашли в лес дальше обычного. Ягода уж больно спелая пошла. Вдруг неподалеку раздались выстрелы. Вначале один, потом другой. Послышался лай собаки и крики. «Ату ее, ату! Гони ее, смельчак, гони!» Мимо них стремительно пробежала серая волчица. На спине у нее проступало багровое пятно. Следом за ней мчался громадный волкодав. Расстояние между ними стремительно сокращалось. И казалось, волчица не сможет уйти. Но вдруг раздался громкий металлический щелчок, и пес жалобно заскулил, поджав хвост. Зоя Семеновна с Настенькой подошли ближе и увидели, что же произошло. Волкодав попал в капкан, предназначенный для волка или иного крупного зверя. Вскоре подбежал запыхавшийся хозяин собаки. Лицо охотника пылало, и от него за версту разило алкоголем. «Авдей, ты ли это? К чему это ты стрельбу устроил? Еще и собаку покалечил. Ты же знаешь, что волчиц убивать нельзя. Ты хуже, чем зверь, ей-богу», — разгневанно сказала Зоя. «Ты это, потише, Семеновна. Волк — хищник особый. Его иногда подстреливать нужно, а то скоро нас самих сожрут эти бродяги», — сказал охотник и принялся разжимать тугой капкан на лапе пса. Наконец ему это удалось. Пес, хромая, засеменил в сторону дома. Авдей, недолго думая, пошел за ним. Зоя Семеновна знала, что волчица ранена. Они с Настенькой осторожно пошли вслед за кровавым следом, оставленным бедняжкой на листьях под ногами. Серую хищницу они нашли в полукилометре от тропы, в зарослях ивника. Она лежала на боку и тяжело дышала, раскрыв ярко-алую пасть. «О, матушка, да ты тяжелая! Малышей ждешь, не иначе», — взволнованно сказала Семеновна и осмотрела рану на спине волчицы. Ранение было серьезным и обильно кровоточило. У нее начинались схватки, и глаза заволокло пеленой. «Давай, милая. Ты же опытная мамаша, я знаю. А я тебе помогу», — ласково произнесла Зоя.
Волчица вздохнула, словно соглашаясь, и издала чуть слышный стон. Первенец оказался крупным, с пятнышком на груди. Все последующие были поменьше. Волчат родилось 5. Знахарка сделала все как нужно. Звери, как и люди, производят потомство практически в одинаковых условиях. Волчица была крайне слаба и потеряла много крови, и, пока старушка управлялась с волчатами, укутав их в свою кофту, и спустила дух. Настенька во всем помогала бабушке и очень хотела спасти волчицу, но пулей из ружья Авдея, видимо, задела что-то жизненно важное в теле серой хищницы. Зоя Семеновна схоронила волчицу во враге, присыпав землей и кедровыми ветками. Нужно было спешить домой. Волчата были голодны и требовали ухода. Дома знахарка налила теплого козьего молока и принялась кормить серых малышей из пипетки. Они были еще слепыми и жалобно пищали. «А можно мне, бабушка?» — попросила Настя. «Можно, внученька. Только понемножку, мальцы они еще». Девочка очень аккуратно управлялась с волчатами, словно с рождения была обучена этому делу. «Вот, целительница маленькая растет», — уважительно подумала старушка, видя в Насте врожденную способность к врачеванию. Самый трудный период был в первые дни. Волчата часто просили кушать, и Зоя Семеновна вставала даже ночью. Она гладила малышей, давая им теплое молочко, чтобы они чувствовали присутствие матери. День за днем волчата крепчали и становились сильнее. Вначале открылись глазки, подарив малышам радость солнечного света и краски жизни. А потом их лапки позволили им бегать и развиваться в избе бабушки Зои. Когда волчата стали старше, Семеновна с Настенькой обустроили им что-то вроде лежбища недалеко от избы. Жила Зоя на окраине, почти у самого леса, так что это было очень удобно. Настенька сутки напролет возилась с волчатами, и это лето она, наверное, запомнила на всю жизнь. Крохотные серые комочки любили ее до беспамятства и на ее зов бежали, забыв обо всем на свете. Девочки, дед Митяй, местный умелец, из мягкой липовой ветки смастерил маленькую свистульку. Настенька приучила волчат бежать на ее свист и всегда носила такую ценную для нее вещицу у себя на шее. Так и жили волчата, радуясь каждому прожитому дню, нагуливая аппетит и укрепляясь телом. А недавно округу облетела новость. Авдей, на майские праздники, напившись, отправился в лес. Гости к нему с города приехали. «Сейчас я вас мяском побалую», — самодовольно сказал охотник и, взяв двустволку, отправился в лес. Раненый пес остался дома, и это спасло ему жизнь. Авдей, сноровисто, с первого выстрела, завалил лосиху у ручья. Радуясь удаче, он напевал себе под нос какую-то песенку и свежевал несчастное животное. Браконьер не знал, что на этом его удача на сегодня закончилась. Вдруг за спиной раздался хруст сухого валежника. Авдей нервно оглянулся и увидел в кустах ольшаника горящие огоньки волчьих глаз. Волки действовали так, как действовали миллионы лет до этого. Взяли охотника в кольцо и стали медленно сжимать его, рыча и нетерпеливо повизгивая. Авдей, со страху бросив ружье, побежал в сторону ущелья, а волкам только того и надо было. Им нравилось загонять жертву в ловушку, когда ей некуда было деться. Волки гнали его 2 километра. Браконьер, красный как рак, бежал из последних сил, пока не оказался на краю ущелья, оканчивающегося пропастью. Самый крупный волк, видимо вожак, подошел ближе, и шерсть на его загривке встала дыбом. Он оскалил огромные, не менее 7 сантиметров клыки и приготовился к прыжку. Убитая Авдеем волчица была его подругой и носила его потомство. Охотник в ужасе попятился и, не удержавшись, камнем рухнул в черную, как и его душа, бездну. Волки восстановили справедливость и громким воем известили об этом округу. Односельчане недолго горевали по Авдею, лихим и подлым человеком он был, а потому и гибель принял соответствующую. Прошло 2 года. Воспитанники Зои Семеновны и Насти превратились в грозных хищников. Все как на подбор, рослые и статные, шерсть их отливалась синевой и лоснилась на солнце. Славные гены их отца, вожака волка, дали о себе знать. Все 5 были самцами и, пытаясь определить лидерство, часто устраивали шутливые схватки. Теперь волки уже самостоятельно охотились в окрестных лесах, но стоило лишь Настеньке дунуть в свистульку, как они оказывались тут как тут.
Зоя Семеновна, собирая Настеньку в школу, прекратила платить Петру положенную ему 1000. А зачем? Приемной дочери деньги были бы нужнее. К чему поить алкоголика, сутками валяющегося на диване? Но Петр, видимо, считал иначе. Как-то, заправившись алкоголем, он вечером направился к дому знахарки Зои. Дверь открыла ничего не подозревающая Настенька. Пьяный отчим ввалился в избу, не снимая грязных сапог. У печи стояла Семеновна и удивленно вскинула брови. «Что, старые, зенки выпучила? Думала, Петра обмануть можно? А вот тебе, выкуси. У меня 3 срока за разбой. Меня не проведешь», — злобно сказал отчим. «Папа, не нужно, успокойся», — заплакала Настенька. «О, доченька любимая голос подала. Где же ты была все это время? Хоть бы зашла к папке то». Эх, приютил гадюку у себя на груди, процедил сквозь зубы Петр. «Убирайся отсюда. Платить тебе я ничего не стану. Совесть ты свою пропил. Дочерью приемной торгуешь. Побойся Бога. Нет денег, говоришь? Ладно. На нет и суда нет. Тогда она со мной пойдет. Дома работы непочатый край, а она тут по бабкам шастает», — сказал Петр и, схватив Настю за руку, потащил к двери. Зоя попыталась помешать, но он отшвырнул ее. Настенька расплакалась. Отчим волок ее за собой, как игрушечную куклу. Девочка нащупала свисток на своей груди и с силой дунула в него. Раз, другой. Ага. Дуй, дуй. Может, бед себе насвищешь, ухмыльнулся Петр, еще больше усилив хватку. Он не знал, что 5 взрослых волков уже летят к нему с опушки леса. Вскоре он на собственной шкуре ощутил их ярость и крепость клыков. Волки рвали его, намереваясь распустить на лоскуты. Наверное, такого страха он не испытывал ни разу за свою долгую, непутевую жизнь. «Доченька, милая, спаси, Богом заклинаю». Девочка, посчитав, что с отчима хватит, ласково позвала волков к себе. Серые хищники сразу успокоились и пошли к ней. «Ведьма! Точно ведьма!» — прокричал Петр и с голыми, искусанными ногами побежал домой. Семеновна потом рассказала обо всем участковому. Петру за хулиганство дали 3 года. Придя из тюрьмы, он даже пальцем не трогал приемную дочь и, на протяжении срока заключения, посылал ей деньги с колонии, чтобы загладить вину. А волки нашли свою стаю и теперь были хозяевами леса. Настя живет и дальше с бабушкой Зоей и частенько подкармливает волков. Они ею помнят и так же, как и раньше, бегут на звук свистка. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.